Я не мыла лицо целых 3 недели после операции. Вы представляете? На самом деле это правда. Сегодня я впервые почистила лицо, потому что после операции категорически нельзя касаться области пересадки. А у меня это пересадка костной ткани с 2 сторон. Максимум, что можно было делать, это умываться очень легкими движениями, просто водой, и не натирать ничего, не протирать, ничего не допускается. Я могла обработать лицо только до области челюсти, не трогать ни область губ, в общем-то, вообще не снизу здесь подбородок, и уже можно как бы чуть ниже шею, да, но подбородок, область челюсти трогать категорически нельзя, потому что это может вызвать очень серьезные осложнения, и вся дорогостоящая операция и все, что пришлось пережить мне, вот как пациенту, да, и это может просто не иметь больше значения, потому что будет отторжение тканей, воспаление, раздражение слизистой, что повлечет за собой очень много осложнений, поэтому категорически нельзя. Максимум 1 раз в сутки можно касаться очень нежными легкими движениями и не лазить языком, пальцами ни с внутренней стороны, ни с наружной стороны. В общем-то, максимально избегать каких-либо касаний, подушка и все остальное. Вы же спросите, ну как тогда вообще жить и что-то делать? Ну, я объясняла уже перед этим, что умывала лицо обычно водой, не применяла почти никакие средства. Конечно, очень хотелось почистить лицо, потому что я это делаю как минимум раз в неделю, но сейчас пришлось избегать этого. Максимум, что я делала, это наносила крем очень-очень легкими движениями, если мне подсушивала кожу, и умывалась 1 раз в день. Все. Никаких прощупываний, вообще ничего нельзя не надавливать. В общем, исключено полностью. Как у меня проходила реабилитация, я расскажу дальше в этом видео. Я вам покажу, как у меня сходил отек, и расскажу, как я ходила вчера к стоматологу. Так, у меня, кажется, какие-то небольшие проблемы появились тут после пересадки. Я пришла сюда, City Dental, забукалась сегодня. Я сейчас пойду сначала к доктору на прием, а потом вам все расскажу, что мне уже там потом расскажут. Пока что предварительно у меня там открытая кость и что-то расхождение десны. Все остальное потом, после консультации. Так, ну вот я иду в клинику City Dental на контроль, потому что я переживаю, есть на это для этого повод. Все остальное я вам расскажу после осмотра меня хирургом. Вот, вышла только что из City Dental. Все мои переживания были напрасны. Заживление идет очень хорошо. Два доктора меня посмотрели, 2 хирурга-имплантолога. Мне сегодня сняли нити, сделали панорамный снимок. И стоило мне это все сегодня 2015 крон. 2015. Доктора сказали, что очень хорошо проведена операция, очень хорошо, что они мне сделали свои кости. Я такая молодец, это очень сложная операция. И доктор вообще очень удивился. Второй, который пришел, он говорит, я тоже перенес в одном месте, тоже на нижней челюсти такую же операцию. Говорит, как вы себя чувствовали после этого? Я говорю, все было хорошо. У меня была только реакция на 1 из 3 антибиотиков. И с 3 по 5 день у меня была отечность, самый пик. Он говорит, это вы очень хорошо справились, вы молодец. Он прям удивился, такая, говорит, большая область трансплантируемой ткани. И вообще, он говорит, это вообще прям... Короче, он был даже в шоке, это мужчина был, и очень удивился и похвалил меня за то, что я такая молодец, так выдержала хорошо. В общем-то, все хорошо, я очень довольна, что все-таки все идет стабильно.
Вот Dental, City Dental, здесь я была. Это частная стоматология. Почему я пошла в частную клинику? Потому что я записалась по акют, я очень испугалась, что у меня торчит кость. Там действительно такие белые, как на вид это расхождение десны и немного просвет белого, как мне показалось, это моя кость. Но я хотела записаться в обычный акют Folktandvården, это государственная стоматология, но ближайшая ячейка на прием через неделю по акют. Вы представляете, это то отделение, куда ты после хирургических операций всяких хочешь пойти провериться, если что-то вдруг происходит у тебя там. И там, к сожалению, не было места. То есть через неделю я пошла сюда, вот, City Dental. Вот так вот. И что сказала мне доктор, которая осматривала, что это нормально. Там, где заживает кость, выделяется организмом такой как бы секрет, который защищает. То есть все идет хорошо. Это не оголенная кость, ничего такого, то, чего я боялась. Вот. Если хотите быстро попасть на прием, даже вчера, вот я вчера регистрировалась, даже вчера были на вчера свободные ячейки, но я не могла. То есть вчера пойти по своим планам. Я пришла сегодня. В общем-то, я довольна всем. Мне сняли все, быстренько все сделали. Сейчас снимок я отправлю в Турцию, они проконтролируют, здесь уже сказали, что заживление у меня идет очень хорошо, уже очень хороший результат по истечении 3 недель после операции. В общем-то, и доктора меня похвалили, особенно мужчина, он пришел, он в таком шоке был, глаза такие, говорит, вы молодец, говорит, такая обширная область оперируемая, говорит, у вас вырезали кости? Говорит, да. Он говорит, это вообще, это очень хорошо, потому что ваша кость, она лучше всего приживется, это 100% приживаемость, говорит, самый лучший метод для вас выбрали. Так что я обращаю ваше внимание, украинцы, особенно которые находятся в Швеции, в Европе, если вы не знаете, куда поехать лечить зубы, обратите внимание на эту стоматологию в Турции, за которую я вам рассказываю. Поузнавайте для себя. В общем-то, видите, делают хорошо. Шведские врачи похвалили. Очень важно после операции соблюдать гигиену. Полоскать нужно минимум 2 раза в день хлоргексидином и солевым раствором. Но так как нельзя делать какие-то движения внутри, поэтому только переклоняю голову. И таким образом я жидкость направляю в то место, куда мне нужно, в ротовой полости. Вот такая вот отечность была на 4-й день после операции. Категорически нельзя ничего трогать. С левой стороны лица я ощущала больше натяжения, чем с правой стороны. Болезненность и неприятные ощущения тоже было больше с левой стороны. Но все-таки все идет хорошо, несмотря на все мои переживания. Вот я вам рассказываю, показываю все, как оно есть. Операция действительно сложная. 28 мая сегодня. Вот такое вот у меня состояние уже. Отдельная сложность была в том, что антибиотики вот в таких огромных капсулах, и их нужно проглотить, не разжевывая. Можно было, конечно, их измельчить и съесть как порошок, но это очень горькие препараты, поэтому самое легкое было глотать. Сегодня 29 мая, и вот так вот уже у меня выглядит лицо. Конечно, у меня сложность с тем, что у меня прооперировано обе стороны, и мне ни на какой из них нельзя спать. Сегодня утром я проснулась от боли, что у меня здесь болит. Мне показалось, что я так придавила немного эту сторону. Блин, я переживаю капец по этому поводу, и думаю, что, наверное, через 2 недели после операции я пойду сделаю снимок здесь, в Швеции, чтобы убедиться, что все хорошо, потому что все-таки это очень серьезно. Если вдруг что-то не так, то я, конечно, не хочу думать, но я должна знать и должна быть уверена, вот, что все идет хорошо. Пока что вот эта сторона, она болит больше. Здесь у меня была меньше, то есть ниже моя кость, и, мне кажется, больше работали на этой стороне, потому что больше была истончена. Короче, болезненность здесь ощущается больше, и припухлость здесь тоже больше в сравнении с этой стороной. Здесь вообще как будто ничего нет. Вот. Так, все остальное пока нормально. Я вот сейчас
16:30 я выпила первую таблетку обезболивающего. То есть, как бы, не могу сказать, что прям болит или что-то такое. Ну, неприятное ощущение есть, легкая боль. Вот. Ну, выпила, конечно, зачем это терпеть? Вот, ну, можно просто комфортно себя чувствовать. Поэтому не могу сказать, что меня что-то сильно беспокоит. Синяков таких прям нет у меня. Просто сохраняется небольшая отечность. И, ну, и в принципе, все. И небольшая вот боль именно в этом участке. Здесь вообще как бы по-другому себя ощущаю.